Они говорят «живи в настоящем». Как мы можем это сделать и проживать каждую секунду полностью? Знаете, это стало модой в современном мире. Или это стало модой в Индии. Все, что приходит к нам из Америки, должно быть очень ценно, да? Даже йога популярна сегодня в этой стране, потому что это тренд в Америке. Йога всегда была в Индии на протяжении тысячелетий, неважно. Многие люди думают, что йогу изобрела Мадонна. Я разговаривал с группой людей, и я просто рассказывал им кое-что, и в качестве примера я сказал, видите, даже ребенок из детского сада сегодня знает, что углекислый газ вреден для вашего организма, не так ли? Но кто-то упаковывает углекислый газ в бутылку и говорит, что это круто. Даже бутилированный углекислый газ не проблема, если это правильно регулируется, и вы выбрасываете это подальше от себя. Итак, они начали говорить «живи настоящим, живи настоящим». Лучше сделайте вот что. Попробуйте жить где-нибудь еще и покажите мне, где это. Можете жить где-то еще? Нет, люди, которые учат такому, должны взглянуть на это. Скажите, в чем суть такого учения? Кто-то говорит «живи в настоящем». Ладно. Живите где-то еще и покажите мне, как не жить настоящим моментом. Возможно ли это? Тогда зачем такое учение? Большинство людей на планете начинают понимать это учение так. Вы не думаете о своем прошлом или будущем. Если вы не думаете о своем прошлом или будущем, жизнь преподаст вам хороший урок. Если вы не думаете о своем будущем и не вспоминаете прошлое, преподаст ли вам жизнь очень хороший урок или нет? Так и будет. Вам лучше подумать о своем будущем, не так ли? Потребовались миллионы лет, чтобы развить наш мозг до такого уровня возможностей. Сейчас люди не знают, как с этим справиться. Теперь они говорят, не используйте его, живите сейчас, не думая о прошлом, не думая о будущем. Красота человеческого интеллекта в том, что вы можете оглянуться назад на миллионы лет и посмотреть вперед на миллионы лет, если хотите. Предполагается, что у слонов отличная память. Они будут помнить только то, что повлияло на их жизнь. Мы не такие. Мы можем помнить вещи, которые повлияли на чью-либо жизнь или не повлияли ни на чью жизнь. Наше основное различие между тем, кто мы есть, и тем, что представляют собой другие существа, заключается в том, что мы способны представлять завтрашний день. Мы способны проецировать прошлое. Если жить сейчас означает, что вы не думаете о прошлом и будущем, то то, что они говорят, это стать насекомым или червем. Просто живите здесь и сейчас. Все не так делают. Насекомые, черви, животные, птицы, разве они не живут моментом? Так и есть. Абсолютно. Каждая такая жизнь. Даже вы. Единственное, что вас отличает, это интеллект. Быть здесь и сейчас, и все еще немного витать — это привилегия. Это свобода, которая у вас есть. Вы хотите отказаться от этого просто потому, что не знаете, как с этим справиться. Только потому, что вы не знаете, как обращаться со своим интеллектом. Вы хотите его уничтожить? На самом деле, некоторые, к сожалению, это исходит от серьезного научного сообщества, части из них. Они говорят, что когда ребенок родится, если вы удалите определенную часть мозга, вся преступность исчезнет, в мире не будет преступников, все будут умиротворены и счастливы. Это катастрофа. Если вы удалите весь мозг целиком, это будет фантастика. Вообще никаких проблем. Они никогда не будут знать ни стресса, ни дистресса, ничего-либо еще. Счастье.
И это не тот вид счастья, которого вы ищете, не так ли? И это не тот вид счастья, которого вы ищете. Что ж, если вы умрете, вы будете по-настоящему спокойны. Зачем пытаться отказаться от своего интеллекта? Если прострелить себе голову, вы будете спокойны. И, возможно, мир тоже станет спокойнее. Итак, давайте поймем, что все эти разрозненные вещи, разбросанные здесь и там, разлетаются по всему миру в коммерческих целях. Как вы можете жить не в этом моменте? Зачем вам нужно учение «Живи настоящем»? Скажите мне, что вам нужно, так это методы, чтобы управлять своим разумом. Вам не нужно учение о жизни, потому что вы есть жизнь. Если вы не жизнь, я должен рассказать вам, как быть жизнью. Вы есть жизнь. Вы жизнь или нет? Вы есть жизнь, не так ли? Когда ты жизнь, почему я должен говорить тебе, что такое жизнь? Только методы, позволяющие увидеть, что эта жизнь обретает свои самые полные возможности. Вам не нужно учиться быть жизнью, потому что жизнь, быть в настоящем или ценить момент, по сути, это и значит быть живым, не так ли? Вы думаете, что ваша умственная деятельность, ваш интеллект и его способности не позволяют вам быть живым? Нет. Это основа вашей жизненности. Это венец вашей жизненности во многих отношениях. Жизнь эволюционировала от очень простой формы жизни до той, какой она является сегодня. А теперь то, что вы носите в качестве своей коры головного мозга, что заставляет вас думать о самых разных вещах, это венец жизни на этой планете, не так ли? Это венец жизни, и вы хотите от него отказаться, потому что не знаете, как с этим справиться, или он сидит недостаточно плотно, или слишком туго. Не делайте этого. Если вы хотите жить, это единственное желание, которое есть в жизни. Хотеть жить на полную катушку. Жить. Знаете, это было некоторое время назад. Я где-то написал пост, где сказал, Иша-йога значит жить, и жить тотально. И люди подумали, о, я должен веселиться 7 дней в неделю. То, что вы делаете вокруг себя, это не жизнь. То, что здесь происходит, это жизнь, не так ли? То, что происходит внутри вас, и есть жизнь. То, что происходит вокруг вас, просто атмосфера для жизни. Это не жизнь. Это жизнь, не так ли? Чтобы исследовать это полностью во всей глубине и широте, во всех измерениях, если вы хотите знать это, вы увидите, если вы просто посидите здесь. Это самое прекрасное, что вы можете сделать. То, что вы делаете, а чего не делаете, это ваш выбор. Мы сидим в одной комнате. Мы дышим одним воздухом. Мы будем есть одну и ту же пищу. Но в этот момент я внутри себя. Если вы отдадите мне весь свой мир, я не пойду на сделку. Если вы дадите взамен весь свой мир, я не пойду на сделку, потому что внутри меня нечто большее, и каждое человеческое существо имеет это внутри. Когда дело доходит до внешних ситуаций, мы все имеем разные способности, но когда дело доходит до внутренних измерений, мы все одинаково способны. Этого не случилось с вами только потому, что вы никогда не обращали внимания на это. Это единственная причина, не потому, что вы менее способны. Друзья, спасибо за просмотр, и хочу вам напомнить, что некоторые озвучки не получается заливать на YouTube, потому что их блокируют правообладатели, и их поднакопилось достаточно много, поэтому я приглашаю вас к себе на Boosty, я их туда буду заливать совершенно бесплатно, каждый может зайти, просто посмотреть эти видео, которые я не смогу заливать на YouTube. Спасибо и до встречи.